Пора в дорогу. Хорошо. Юйжу, в наше отсутствие все в поместье Гу, включая учебу Дюсы, остается под твоим присмотром. Дюсы, ты должен слушаться Юйжу. Это для твоего же блага. Пойдем. Пойдем. Мама! Пойдем. Мама! Мама, я не могу учиться! У меня слабое здоровье! Очень слабое! От чтения книг у меня болит голова, живот и ноги! Мама, мне нельзя учиться! Не уходи! Мама, я здесь! Слева посильнее. И лицо попроще. Улыбайся. Почему так слабо? А ела за троих. Так просят о помощи, Люйжу. Ты рос в дружной семье. Многие тебя любили. Конечно, ты о таком не знал. Вообще-то большинство женщин в мире такие же, как я. Мы осторожны и боимся сделать неверный шаг. Если боишься сделать шаг, это уже не дом. Моя мама сказала, у женщин нет дома. Дом мужа не наш. Дом родителей. Просто место для ночлега. Как учиться? Разве мы об отдыхе не договорились? Да, договорились. Но когда он будет, не решили. Можно отдохнуть и после экзамена. Юйжу, забираешь слово обратно? Замужняя женщина разделяет честь и позор мужа. Ты будешь богат, я буду богата. Ты провалишься, я провалюсь. Я обычный человек, хочу жить получше. Вот зануда.